Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, какие тенденции на рынке и, соответственно, каких движений сегодня ожидать на вечерней сессии от ключевых активов: золота, доллара, нефти, рубля и так далее. Так, друзья, давайте, наверное, мы начнем с календарика. Сегодня вышли данные по потребительской инфляции в еврозоне и в Германии. Соответственно, для нас представляет в наибольшей степени интерес то, что связано с Германией. Здесь достаточно замысловатые вышли данные. С одной стороны, индекс потребительских цен год к году немножко вырос, но при этом динамика месяц к месяцу она немножко отстает. Переводя это на нормальный человеческий язык со статистического, здесь вывод следующий из этого можно сделать. То, что на самом деле инфляция в Германии все-таки замедляется, несмотря на то, что год к году здесь очевиден рост. Имеется в виду, если сравнивать текущее значение и предыдущее значение год к году. Но по факту при переходе от одного периода к другому мы видим, что инфляция перестала расти так, как от нее это ожидалось. Но для Европы на самом деле это не очень позитивный момент, потому что она заточена на создание прибавочной стоимости. И там, если инфляция начинает проседать, то, соответственно, это говорит о том, что будет снижение активности как производственной, так и потребительской. Так, ну и вот удивительный такой момент. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости Соединенные Штаты минус 1,8%. То есть это те продажи, которые начались, но они не дошли до подписания документов и заключения контракта. Но здесь тенденция не очень позитивная, потому что, получается, был прогноз на рост, на то, что будет больше продаж. Соответственно, здесь, получается, идет снижение, остывания. Тем не менее, несмотря на то, что этот показатель вышел отрицательный, на американском рынке все чудесно. Так, ну и что касается российского ВВП, здесь надо дождаться тьмы, и, соответственно, выйдут данные о российском ВВП. Так, друзья, давайте перейдем к американским новостям, посмотрим, что здесь пишут, что происходит и как это повлияет на движение котировок. Ну или, по крайней мере, на ситуацию, на обстановку. Биллионер Полсон, кто шортил сабпраймы, назвал крипто бесполезным пузырем. Ну, вы знаете, меня вот подобные суждения, они несколько забавляют. Когда человек, который сам всю жизнь крутился, можно сказать, жил среди пузырей, начинает выстраивать логические цепочки, что пузырь, а что не пузырь, что бесполезный, что полезный пузырь и так далее. Но это по меньшей мере просто какой-то информационный повод создать. Потому что одно дело, когда так сказал, допустим, какой-то рабочий с завода Ford, который всю жизнь профессионально собирал машины, и для него все это, ну, по большому счету, как и для большинства людей, непонятно, что там они творят с этими деривативами, там, пузырями и так далее. Его подобные слова были бы вполне справедливы и вполне к месту. Когда подобную вещь утверждает человек, который всю жизнь прожил и плавал там как акула, это говорит о том, что, скорее всего, наверное, у него какая-то цель есть для того, чтобы так утверждать. Я не являюсь там каким-то криптофанатом, но я вижу, что это просто новый виток в развитии технологий. Соответственно, здесь, скорее всего, развитие оно будет продолжаться. Да, все конечно, все рано или поздно заканчивается, но пока признаков для того, чтобы то, что происходит с криптой, я вот не наблюдаю никаким образом. Ну а то, что подобные заявления звучат, это говорит о том, что кто-то ведет игру и, соответственно, пытается ну как-то выдавливать из крипты, возможно, для того, чтобы подешевле ее закупить, может быть, еще для каких-то целей, для того, чтобы куда-то перевести, перезагнать. Дело в том, что рассматривать какие-либо утверждения, тем более такого рода, без детального понимания мотивации конкретного человека, я думаю, здесь особых справедливых суждений вынести очень сложно. Вот. Ну, с моей точки зрения, он преследует какую-то вполне как бы обыденную цель, давая такое интервью и, соответственно, предоставляя такого рода анализ. И я думаю, что в ближайшее время станет известно, как это повлияет или не повлияет на крипторынок.
Но вот давайте сегодня, поскольку такой возник прецедент анализа того, что западные гуру говорят, Мобиус сказал, держите 10% в золоте, поскольку валюты будут девальвированы. Ну, во-первых, почему 10%? Почему там не 100%, не 20%, не 30%, не 5%? Ну, вопрос достаточно сложный и неоднозначный. И с моей точки зрения ответ на этот вопрос есть только у господина Мобиус, который сам такое решение и придумал. Возможно, оно справедливо для него. Возможно, как бы он тоже участвует в каких-то играх в золоте. И поэтому, соответственно, пытается увеличить капитализацию этого актива, делая подобные заявления. Опять же, это мои личные домыслы, я никого ни в чем не обвиняю. Я всего лишь выстраиваю логическую цепочку, что может двигать и куда это ведет, и как это может повлиять на, соответственно, стоимость активов. Но смотрите, друзья, вот есть, скажем так, такое мнение, что существует некая волшебная пилюля. Надо там купить золото, надо там диверсифицировать, купить там, допустим, на треть евро, на треть золота, на треть, там, не знаю, что там, швейцарского франка или иены, там, или там, не знаю, золотых куриных яиц, кому что ближе. Но мне кажется, здесь рецепт от девальвации заключается в другом. Дело в том, что современный мир, ну и вообще мир, он вступил в новую фазу развития, когда все процессы, они протекают достаточно быстро и порой даже экспоненциально. Соответственно, то, что связано с изменением стоимости, оно тоже происходит очень быстро и очень стремительно. И единственный способ защиты от девальвации – это постоянно самому проводить анализ, что будет востребовано и куда движется мир, вид финансовых расчетов. Исходя из этого, на свой страх и риск принимать взвешенные решения, обдуманные, никого не слушать, потому что в конечном счете все равно каждый сам отвечает за результат своих действий. Ну, вы же потом не скажете, почему Мобиус-то мне сказал 10% купить в виде золота, а не там 50%. Все равно это решение за вами, и вы, соответственно, подобные вещи реализуете и осуществляете на свой страх и риск, и на свой успех и процветание. И поэтому к подобным заявлениям, я считаю, надо относиться, ну не то что скептически, надо пытаться понять, зачем они произносятся и какой интерес у этого человека, который делает такие заявления. И тогда во многих случаях, конечно не во всех, но ларчик может открываться достаточно бесхитростно. Но сегодня вообще как-то что-то у Блумберга туговаты какие-то номера, названия. The best place to live may not be the place to live. Лучшее место для жизни может быть не лучшим местом для жизни. Или вот по поводу так называемых криптопузырей, или по поводу 10% золота. Ну, лично я считаю, что придется перекладываться из одного актива в другой. Сначала, допустим, доллар, потом акции, потом криптовалюта. Можно что-то держать частями, часть капитала спекулятивное, то, что на сохранение, ну там кто-то в долларах, кто-то в золоте, кто-то в рублях, но здесь просто надо четко понимать, в каком активе и почему вы держите. И надо давать себе ответ на вопрос, почему я держу в таком активе, например, в золоте, для чего я это делаю и какой у меня горизонт ожидания. Если на эти три вопроса вы себе можете дать ответ, то, соответственно, вы можете любую концепцию на каком-то временном интервале использовать. Можете Мобиуса, можете там, я не знаю, поверить биллионеру Польсону о том, что криптопузырь надувается и вообще с криптой нельзя иметь дело. Но с моей точки зрения надо самому делать выбор и, соответственно, этот выбор, независимо от того, кто там что говорит, реализовывать и использовать. Так, вот еще такой интересный момент. Новости по поводу Китая. Kids Gaming Time to Just 3 Hours. Ну, то есть, получается, как бы в Китае вводят, какое количество часов в неделю ребенок может играть в компьютер. Я вот не берусь судить, насколько это полезно или вредно. Современная реальность такова, что дети, они фактически с рождения попадают в плен компьютеров и гаджетов. И поэтому здесь, мне кажется, ну, скажем так, это момент такой достаточно спорный. И, ну, с моей точки зрения, указывать людям, что делать, и тем более лишать радости детей, ну, это, с моей субъективной точки зрения, крайне неправильная мера.
Но и опять же, такие ситуации, они оказывают давление на рынок. Там, где есть ограничения, где постоянно что-то начинает, скажем так, из щелей выползать, какие-то запреты, какие-то скрепы, там еще что-то такое, это приводит к тому, что рынок, он начинает скукоживаться и проседать. Но здесь тоже вопрос не такой, скажем так, однозначный, что вот они там решили что-то порегулировать. Они решили что-то порегулировать, потому что они чувствуют, что вот-вот уже сейчас все начнет сжиматься и сыпаться. И исходя из этого, они понимают, что надо что-то начинать регулировать, потому что когда начнется торнадо, тогда уже будет все это сделать очень непросто. Так, ну вот в Китае еще происходят некоторые проблемы с производителем электромобилей, который грозился Теслу заткнуть за пояс. Это так называемое электрическое подразделение давно известной компании Evergrande, которая перманентно в состоянии дефолта находится, ее там спасают по-всякому, как только могут. Ну и опять же, такая ситуация, она всего лишь показывает, что экстенсивный путь развития, когда прокачиваются количественные характеристики, он все равно рано или поздно приводит к такой точке, когда уже невозможно их накачивать, и все начинает стагнировать, и, соответственно, обвал он где-то находится уже рядом. Но на самом деле мир, он всегда периодически кризисы вызывает, потому что накапливаются противоречия, нестыковки. Но надо просто понимать, что американская система, так называемый там англосаксонский, протестантский, какой там угодно, как его там называют, капитализм, он просто более гибок и более живуч. Это связано с тем, что там количество догм, оно сведено к минимуму, и, соответственно, они в большей степени полагаются на причинно-следственную связь. Вот. Ну а, соответственно, там, где есть много догм, там, где есть экстенсивный путь развития, такие системы, они менее живучие, и они значительно быстрее вырабатывают свой ресурс. Так, друзья, ну и, конечно же, Новый Орлеан, там что-то страшное такое происходит с этими торнадо, с ураганами. Вот. Ну, здесь худо без добра не бывает, Новый Орлеан страдает, а вот нефть, она достаточно хорошо себя чувствует. Но вот, к сожалению, в мире таким образом многие вещи построены. Когда кому-то плохо, то кому-то хорошо. Увы и ах. Так, друзья, ну давайте посмотрим теперь графики. Начнем, наверное, с ракеты Мечел. Вот на днях делал пост по поводу движения, что удержание уровня D99 приведет его на 120. Вот, соответственно, 120 почти сделали, там 119 с копеечкой. Ну, сейчас уже вечер, там ликвидность, он, по-моему, или не торгуется, или небольшая ликвидность. Давайте завтра с утра мы посмотрим, подумаем, к чему ситуация с Мечелом, она завтра и послезавтра приведет. Потенциал роста остается, надо там просто детально посмотреть, понять, какие сделки происходили и на что это указывает. Так, друзья, давайте дальше перейдем, посмотрим. Baltic Dry продолжается рост, движение наверх. Вот. Ну и с такими темпами движения очень вероятно, что уже к октябрю-ноябрю он будет болтаться в районе 5-5,5 тысяч. Что тогда будет с издержками на перевозку товара, даже страшно предположить. Так, друзья, далее S&P 500, дневной таймфрейм, это SFD на фьючерс. Ну смотрите, здесь он просто как локомотив, как ракета летит, вообще его ничто не останавливает, ни там данные по продажам незавершенным, ни там какой-то торнадо там, он просто идет и все напролом. Но смотрите, здесь вот до 18 сентября, как Винни-Пух говорил, там до вечера совершенно свободен. До 18 сентября здесь, скорее всего, вот этот рост либо консолидация продолжится. Да, там если смотреть по сотам, то спекулянты уже как бы не делают так бодро ставку на продолжение роста S&P. Но тем не менее, здесь, судя по тому, что работает печатный станок, обозначили сроки, когда могут начать резать ликвидность. Это конец года. Соответственно, до этого момента, как вариант, надо попытаться отжать все из этой старой машинки, которая пока еще едет. Итак, друзья, но здесь движение наверх, либо консолидация. До 18 сентября, я думаю, если никаких черных лебедей не прилетит, то должен быть планомерный рост с периодическими небольшими коррекционными откатами, проторговочками и движение вверх. Ну а к 18 сентября должно созреть что-то даже, наверное, побольше. Но опять же, вот у меня такого догматического подхода нет, что все как бы мы там в 15:00 18 сентября там все одеваем парашюты и прыгаем с кукурузника. В
Вполне может быть, что даже и такой высадки не будет, что все это дело приберегут для какого-то там более дальнего случая. Так, друзья, далее ВИКС. Но с ВИКСом теперь порядок, он скукожился. Соответственно, до середины сентября он по логике вещей нас беспокоить не должен. Так, друзья, далее индекс доллар. Но здесь ситуация несколько пока неопределенная, потому что для того, чтобы развилось ослабление доллара, необходимо, чтобы здесь произошел пробой уровня 92,5-92,56 вот этого значения. Если такого пробоя нет, то он здесь консолидируется и идет наверх. Так, друзья, далее золото, SFD на золото. Давайте российский фьючер, что ли, посмотрим. Так, ну вот российский фьючерс, дневной таймфрейм. Ну смотрите, здесь там плюс-минус, там доллар, доля доллара, ситуация она схожая, там немножко может форма свечей отличается, потому что временной интервал торговли разный. Но не суть важно. На самом деле сейчас золото, оно заперто. И, соответственно, нижняя граница это 1806 и верхняя граница проходит в диапазоне 1818-1820. Для того, чтобы продолжался рост, оно должно консолидироваться, удержать 1807 и, соответственно, у нас пойдет планомерный рост. Сначала пробитие 1820, закрепление и потом отсюда чик-чик-чик, движение сначала 1836 и потом должно произойти движение, у которого цель будет взятие 1900. Насчет 1900 на этой неделе пока не уверен, но для этого предпосылки определенные есть. Ключевое у нас первая половина недели удержания 1806. Если это будет удержано, это сделано хорошо, и это значит, что нас ожидает продолжение золотого банкета. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. В утреннем видео я цели все обозначил, все показал, рассказал. Сейчас просто хотел обратить внимание на то, что 168 тысяч. Вот это значение мы должны пробить. Пробить и с объемом пробить. Либо сегодня, либо завтра с утра. Если такого пробоя не будет, то нас ждет для начала коррекционный откат на 166 500 и потом движение вот сюда вот на 165 350 к этому значению. Но на самом деле с тем безобразием, с которым то, что происходит в S&P, то есть его должны РТС следом взять за уши и тащить наверх. Так, друзья, далее нефть Brent. Давайте часовик сразу возьмем. По нефти у нас боковик. Но тем не менее этот боковик после отливов целиком выкупается. Ну, пришел сезон ураганов, я обращал ранее ваше внимание, что сезон ураганов может в этом году очень значительное подспорье оказать ценам на нефть. Собственно говоря, на текущий момент именно так и произошло. Почему я так думал? Ну, смотрите, здесь ситуация развивается таким образом по теории катастроф, когда все идет абсолютно разбалансировано. Соответственно, если уже начался ковид, начались засухи, начались нестабильности с климатом, то ураганы, они просто обязаны были вылезти в августе или в сентябре и показать свою силу. Но здесь просто диалектика развития, она такова, что когда начинают протекать процессы таким образом, то постоянно какая-то новая карта, она вылезает из рукава. Так, друзья, вот смотрите, Headhunter, конечно, ликвидность на московской площадке там не айс, по-моему, 80 миллионов или 60. Но здесь ситуация очень интересная, потому что он отбился от уровня. Уровень, соответственно, у нас 4100. Соответственно, здесь, с учетом объема, который здесь вышел, ему полагается, если будет пробито 3900, соответственно, отсюда сходить вот сюда вот на 3600-3650. Возможно продолжение движения наверх, но для этого надо на объеме, чтобы произошло уверенное пробитие 4100. Если такое будет, то его вполне отсюда могут вытащить и на 5000. Но с учетом того, как все вообще взмывает воздух. Но с моей точки зрения сейчас более оправданный сценарий — это отбой от этого уровня и его откат. Потому что ликвидность бумаги, по крайней мере на России, небольшая, соответственно надо ее набирать, раздавать, набирать, раздавать. Ее здесь раздали, соответственно нужно спустить и набрать. Так, друзья, далее вопрос был у подписчика по поводу AMD. AMD неделю начала достаточно бодро. Если ориентироваться на недельный таймфрейм, давайте посмотрим сейчас более детально, более коротенькие таймфреймы.
Так, ну вот дневочка у нас указывает на то, что в ближайшее время весьма вероятно будет движение, у которого цель переписать вот этот максимум. Для того, чтобы это условие было выполнено, необходимо удержание уровня 105,5. Если этот уровень здесь удерживается и его пробитие не происходит, то на этой неделе весьма вероятно мы увидим движение, цель которого переписывание максимума. Да, здесь сейчас рисуется такая страшная формация, которая может привести к тому, что пойдет вниз, но удержание 105,5 придет к тому, что его выкупят, и он будет продолжать пытаться вырасти и сходить наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар. Давайте сейчас на вечерке мы посмотрим сишечку, сентябрьский фьючерс, но это текущий фьючерс, который здесь сварен воедино. Ну и переходя на 4-часовой таймфрейм, здесь хочу обратить внимание, что действительно текущая ситуация, рубль как бы находится в неком коматозном состоянии, потому что весь потенциал укрепления, который соответствует текущим ценам на нефть, он не выбрал. То есть, по идее, при такой цене на нефть ему двигаться, ну, как минимум на 70, а то и на 68. Соответственно, такое движение на укрепление рубля, оно не происходит неспроста, при том, что вышел просто отличный торговый баланс за июль месяц, 10 или 12 августа. Вот, соответственно, это все говорит о том, что есть какие-то стоп-факторы, которые не дадут рублю укрепляться. На текущий момент я думаю, что вот эта линия волшебная 73 500, 73 550 по фьючерсу Си текущему. Здесь, скорее всего, его будут тормозить, выкупать и, соответственно, пытаться разворачивать и отбивать вот в этот диапазон. Здесь дело не в том, что я там свято верю в доллар, хотя, с моей точки зрения, доллар это наиболее устойчивая валюта на текущий момент из всех остальных, даже в том числе и из крипты. Здесь ситуация в другом. Вот исходя из этого движения, потоки капитала, с моей точки зрения, таковы, что рублю просто не дадут укрепляться. И буквально каждая его попытка укрепиться, она прямо в какие-то штыки дикие воспринимается. Ну и здесь вполне понятно, потому что, как ни крути, все готовятся к кризису, запасаются валютой, консервами и так далее. Вот, и все ждут чего-то плохого. Соответственно, в такой ситуации сложно рублю дать возможность укрепиться. И потом еще такой момент, сейчас же идет активно перестроение мировой экономики в части того, какие товары и услуги будут выпускаться. Соответственно, те страны, которые быстрее и конкурентнее переоснастятся, у них будет и наиболее устойчивая экономика, и наиболее устойчивая валюта. Соответственно, там, где такие процессы не протекают с надлежащей скоростью, мы имеем вот подобную ситуацию. Так, друзья, ну вот переходя на часовик, можно сказать, что мы отпадали либо от текущего значения, либо от значения 73 550. Здесь будет отбой и движение с целью по ТЭСе 73 900. Вот сюда вот это значение. Если все-таки здесь ему дадут возможность укрепиться и он пробьет 73 550, то в этой ситуации уже по фьючерсу будет движение более глубокое. И, соответственно, цель этого движения будет находиться в районе 72 900. И тогда можно будет действительно сказать, что что-то пошло совсем по-другому, и исходя из этого другого, немножко отредактировать стратегию и тактику. Так, друзья, ну это в общем-то все. Основные новости, основные торговые инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов. Всего наилучшего.